Всем привет, вы на канале Компьютерапия, и сегодня в этом видео я покажу вам, как установить Blender версии 3.0. Кто не в курсе, это бесплатная программа для создания 3D объектов, среда для рисования, скульптинга, видеоредактор и многое другое. Для этого в любом поисковике, например Google или Яндекс, вы можете набрать фразу Blender 3 download либо Blender 3 скачать. После этого вы сможете выбрать официальный сайт blender.org, и здесь на выбор вам предлагается установить Blender либо для Windows, либо для других операционных систем Linux или macOS. Также на выбор для Windows можно скачать Portable версию. Это версия без установки, просто zip-архив, который вы можете распаковать в нужную папку. Также доступен традиционный инсталлятор для Blender, то есть мастер установки. Далее, готово. Скачаю оба файла и покажу оба варианта установки. Какой из этих способов вам больше подойдет, таким и пользуйтесь. Ну а теперь, после того, как закончилась загрузка, давайте начнем с zip-архива. Показать в папке наш zip-файл и выберем его. Допустим, мы копируем этот архив, можно переместить, я скопирую на один из разделов. Желательно установку производить на SSD-диск, если таковой у вас имеется, потому что быстрее будет работать. После того, как вы зайдете в архив, скопируйте оттуда папку Blender, либо сделайте распаковку. Через некоторое время вам будет доступна эта папка с блендером. То есть на этом все. Вам нужно распаковать эту папку и достаточно запустить файл blender.exe для того, чтобы запустить новую версию. Начинать работать, немного настроить, выбрать язык, либо оставить все как есть. Если у вас ранее были установлены какие-то версии, то можно загрузить настройки с предыдущего пакета. Как видите, сейчас у меня Blender переведен на русский язык. В ранней версии был английский, но тот, вероятно, язык интерфейса определился по системе. Дальше вы можете работать, вращать куб, удалить его, добавлять новые объекты, в общем, заниматься либо изучением, либо уже созданием непосредственно 3D объектов. Это был способ с распакованными файлами. Если же мы запустим инсталлятор Blender, возникнет стандартный мастер, в котором, подтвердив условия лицензии, можно выбрать путь расположения, если вам надо изменить путь установки. По умолчанию программа установится на системный диск. Через некоторое время будут скопированы все файлы, и нажав на кнопку Finish, вы получите сразу же установленную версию. Если вы выйдете на рабочий стол, вы обнаружите там ярлык для программы. В предыдущем случае вам нужно было бы для этого после распаковки самостоятельно выкидывать ярлычок на файл. А вот здесь идет ссылка на Blender. В принципе, можно запускать как Blender Launcher, так и, собственно, сам blender.exe, исполняемый файл. А разницы особо я никакой не вижу. То есть, каким способом вы будете запускать, неважно. Так, здесь у меня произошло переключение на английский язык, потому что настройки тут были по умолчанию. Лучше работать на английском. Я с этим согласен, а в любое время язык вы можете для себя переключить, так как и для более-менее продвинутых пользователей, знакомых, что такое Blender и для чего этот видеоредактор в принципе нужен, вы можете работать на английском. Это очень удобно. А если только начинаете, то все равно я вам не советую выбирать русский язык для самой оболочки, поскольку перевод хоть и более-менее корректен, но все равно вы, если будете просматривать какое-то видео или мануал, какие-то инструкции, вы будете все равно работать с английским текстом чаще всего. Но если уже вам так хочется, то перейдя в меню Edit Preferences, настройки в разделе System, вы можете указать вашу видеокарту, если она у вас есть, для более быстрого просчета рендера. Ну и на вкладке Интерфейс вы можете выбрать русский язык. Можете указать, что весь интерфейс программы будет переводиться, либо будут переводиться только подсказки. То есть при наведении на какой-то пункт на английском языке будет показано, что собственно этот пункт означает. Со временем вы научитесь и запомните все нужные элементы программы. А вот такая вот есть возможность установки Blender 3.0 на компьютер двумя способами. Либо через инсталлятор, либо через Portable версию. Всем, кому понравилось это видео, если вы узнали что-то новое, обязательно поставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход новых видео. Спасибо за просмотр.